Всем привет! Перед просмотром включите субтитры и подпишитесь на канал. Если вы хотите поддержать канал донатом, вы можете сделать это, перейдя по ссылке в описании. Итак, пришло время поговорить о том, как качать силу. Ролик будет о базовых действиях, как правильно качать свой аккаунт изначально. В двух словах, что такое базовая сила? К примеру, у меня есть герой, который практически не качался, всего лишь 26 уровень, но у него руны на нулевом уровне и все остальное тоже на нуле. Как вы видите, навыки тоже на нуле. Но у него есть 57 тысяч силы. На это влияет у нас Академия, Кодекс и многое другое. Итак, у нас есть Академия. Какие именно тут навыки качать, каждый должен решать себе сам. Я же скажу, если вы играете в основном у вас физы, то качайте больше физ-атаку в начале. Если у вас маги, то качайте маг-атаку, но вам нужно и физ, и маг-атака. Скажу так, 4-ю Академию лучше в основном ее и не трогать. Она дает очень мало силы, но очень много требует ресурсов и времени. Перед тем, как качать вот это все, вам нужно еще не забыть о улучшении исследований. Вам нужно сделать максимум на 10 уровень, чтобы получить 20%. Что это дает, сейчас вам покажу. Как видите, король со 108 на 109 уровень требует 1392 часа, но минус 348 часов это и есть буст от исследований и также буст от исследований в Альянсе. Для этого ваш Альянс должен улучшить исследование, которое дается на Академию. 5,5% на 11 уровне, сейчас у нас Альянс на 10 уровне, поэтому еще минус 5%. Итак, второе, это у нас командирское снаряжение, которое также влияет на базовую силу. Как вы видите, у меня здесь все легендарные снаряжения, это очень сложно достичь без доната, но это возможно. Что вам нужно для этого сделать? Копить 8000 очков в событии, также копить монеты с помощью Альянса за 3000 очков. Также есть всякие скидки, где можно будет купить эти легендарные осколки для командирского снаряжения. Поэтому, если вы собираетесь играть долго в эту игру, то советую вам смотреть в будущее и уже сейчас начинать копить на легендарные эти снаряжения, так как они дают очень много силы. Более подробно я рассказывал в ролике про командирское снаряжение. Кто не видел, можете перейти и посмотреть. И третье, это у нас идет колледж. В колледже для начала всем советую сделать тактику 2, чтобы открыть добычу рубинов, и на этом остановиться, далее не нужно идти. После того, как вы откроете тактику 2, переходите в военный центр и вам будет доступ усиливать криты. Как видите, я усиливаю все постепенно, так как криты с 25 на 26 уровень расходуют 175 часов, а, например, та же самая магическая атака, либо здоровье, либо физическая атака 70 часов. Поэтому тут нужно думать, что именно качать. Я решил для себя, что буду постепенно все вместе качать. И далее у нас идет кодекс, который тоже влияет на базовую силу. Тут вам нужно будет определиться с некоторыми кодексами, которые вы будете улучшать на максимум. Например, это у меня время пули, легендарные и остальные кодексы, в которых у меня используются больше всех героев на арене, в битве героев и так далее. Но в целом, в конце концов, придется качать все. Но для начала лучше советую качать те, которые вам необходимы. Поэтому эти кодексы легко качать. Как видите, я всегда закупаю кодексы, именно те, которые мне нужны. Например, время пули у меня замакшено, поэтому я не могу его купить. И также вы можете купить эти кодексы, потратив просто стамину. Но я этого не делаю, так как мне нужна стамина для рун. В будущем у вас будет очень большая нехватка рун. Перейдем к молитвам. Да, молитвы тоже имеют базовый эффект силы. Как видите, с каждым улучшением молитвенника у вас будет усиливаться общая сила для всех героев. На 40 уровне молитвенника у меня уже будет максимум 6 уровней. Героя с нулевым уровнем, например, Эмили, она уже имеет усиление от молитв. Мы это можем легко проверить в дуэли альянсов, например, атаковать кого-то одним героем. И после переходим в статистику и находим усиление молитв. И как вы видите, 4100
силы дает молитва, но моя Эмили на нулевом уровне. Также и со всеми остальными героями. Также не забывайте о всяких событиях, где вы тратите те или иные ресурсы, получаете подарки. Не тратьте ресурсы без событий. На практически все ресурсы есть события. На молитвы, душу зверя, звездные камни, артефакты, командирское снаряжение, теневая сущность и так далее. На все это есть события, которым вы потратите больше и получите больше. Итак, с базовыми вроде разобрались. Теперь немного об общей силе. К примеру, откроем одного героя и по порядку начнем. Про кодексы молитвы мы уже говорили, поэтому перейдем к звездному испытанию. Копите звездные камни, проходите как можно больше в звездном испытании и пытайтесь доводить легендарных героев до 5 звезд. В противном случае вы теряете очень много силы. Как вы видите, я не могу усилить звездные для Лусти, так как она у меня 4-звездочная. Далее просто нужно иметь 5-звездочного героя, чтобы сделать максимум. И как вы видите, здесь у меня очень мало силы, 11 тысяч. Но если бы она у меня была 5-звездочная, уже силы было бы намного больше. Причем многие спрашивают, почему на одинаковом уровне звездных душ сила разная. Звездная душа зависит от вашей общей силы. Например, у меня есть 12 уровень на Брунгильду и есть 12 уровень на Сову. На Сову 37 тысяч силы, а на Брунгильду у меня 34. Так как у меня Брунгильда слабее общей силы, чем Сова. Поэтому буст от звездных душ у Совы намного больше, чем у Брунгильды. Также можно посмотреть любого другого героя, например, Аврору. 28 тысяч, а самый сильный мой герой 37 тысяч. Поэтому это очень важно. Артефакты. Тут вам нужно иметь много героев для того, чтобы в башнях находиться на высоком уровне. Каждая башня имеет разных героев, поэтому более подробно об этом я говорил в ролике про артефакты. Кому интересно, могут посмотреть. А мы идем далее. Дальше у нас идет душа зверя. Тут также копите душу зверя, тратите ее в событии. Еще очень главное про душу зверя есть так называемое улучшение мастера. Событие, в котором вы можете получать оранжевые осколки для души зверя. Поэтому перед тем, как что-то тратить, лучше зайдите в улучшение мастера и посмотрите, может сегодня есть мастер, и вы сможете получить вот эти вот осколки. Таланты. Тут советую копить хлеб и с помощью альянсов почте в день двойных талантов, где подарок 1 хлеб умножается на 2. И тратить весь накопленный хлеб. Для этого еще есть шахты на карте мира, но про это уже будет подробнее в следующих роликах. Также вы хлеб можете копить в троне. Также хлеб у вас падает в таверне наемников. И можете его просто покупать ежедневно за донат. Но советую всем тратить как можно больше его в x2 день. Далее у нас идет скрытая энергия. Тут очень большой рандом. Для того, чтобы сделать 3 или 4 оранжевых, вам нужно будет тратить по 20 кристаллов и как-то пытаться это усилить. Не всегда получается достичь желаемого результата, поэтому не советую здесь слишком много тратить, так как вы можете остаться ни с чем. Всегда думайте перед тем, как тратить ваши кристаллы. Ядро рун. Тут хочу сразу посоветовать изначально усиливать героев для боссов в Небесном городе. Ролики, каких именно героев использовать для того или иного босса Небесного города, также у меня на канале. Есть несколько героев, которые хороши в нескольких боссах. Это Аврора, Рэмбо, Мира, ну и конечно же Данхильд, которая стала звездой Небесного города. Каждый из этих героев хорош в разных 3 боссах, поэтому для Небесного изначально советую усиливать именно этих 4 героев. Ну и снаряжение, которое также дает немало сил. Проходите хрустальное подземелье, потом проходите элитное подземелье, чтобы пытаться как можно быстрее сделать максимум и быстрее начать усиливать все снаряжения. На канале у меня есть все фишки со сложными этапами в элитном подземелье. Тут справа появится ссылка на плейлист по элитному подземелью. Кто не смотрел, переходите по ссылке и смотрите, обучайтесь. Ну и руны. В будущем у вас будут большие проблемы с рунами. Кто был на стриме, видели, что даже у топ-1 огромные проблемы с ними. Поэтому пытайтесь использовать по максимуму ковку рун. И также имейте много пепла для этого всего. Про пробуждение, скины и медитацию сказать нечего. В общем, я думаю, большая часть моих зрителей знают все это, но почему-то вечно делают странные ошибки и не могут должным образом поднять общую силу.
Поэтому как-то так, кому ролик был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.